Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу лаконичную и очень стильную модель из трикотажной пряжи с использованием фурнитуры. Фурнитура — это центральная часть, она придает жесткости и каркас изделию. Я вяжу две половины, они совершенно одинаковые. В этом ролике подробно рассказываю, сколько набрать петель, сколько вяжем рядов с добавлениями, где делаем добавления. Далее вывязывается глубина, показываю аккуратный и простой шов для соединения вязаных деталей с фурнитурой. Есть огромный выбор цвета пряжи и все необходимые базовые цвета фурнитуры. Фурнитура есть также в эконом-варианте, там нет замка и укрепленного дна, но смотреться будет точно так же здорово. Можно выполнить изделие, как у меня, сочетая цвет и фактуру. Здорово будет смотреться и в монохроме. Все необходимые ссылки оставляю для вас в описании под этим роликом. Мне потребуется заготовка, центральная часть сумки. Она с пуклями и с замком. Но у этой модели есть и более бюджетный вариант, без замка, без укрепленного дна, но смотреться будет не хуже. Хороший выбор базовых цветов. Я использую трикотажную пряжу «Вяжи еще». Она тоньше обычной, мне потребуется 2 мотка. Не пугайтесь, она и легче. Изделие получится очень гармоничное и лаконичное. Здесь 160 метров, 280 грамм. Выглядит нить как трикотажная пряжа, но имеет характеристики и плотность полиэфирного шнура. Сантиметровая лента. На каждом этапе озвучиваю количество петель, рядов и размеры заготовок в сантиметрах. Потребуется один маркер и крючки. Для основного полотна 5,5 мм и вспомогательный 4 мм, чтобы головка этого крючка хорошо проходила в отверстие по фурнитуре. Еще раз повторюсь, моя фурнитура с замком и укрепленным плотным донышком. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходим к работе. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой, подхватываю рабочую нить и формирую первую петлю. Мне потребуется цепочка из 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. Одна уходит на петлю подъема на первый ряд. Заднюю перемычку, вторую от крючка, вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Первый. Следующая перемычка, следующий столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Это начало ряда. Здесь я сразу вставляю маркер. На него буду ориентироваться в последующем. В эту точку, она поворотная, мне нужно провязать сразу 4 столбика. Первый уже провязан. Провязываю еще 3. 1, 2. Затягиваю узел, 3. На повороте всего 4 столбика. Направляю край в полотно и теперь в противоположные точки вставляю крючок за обе дужки. Я провязываю столбики без накида. Напротив каждого столбика еще один. Еще 2 столбика остается до конца ряда. Буду вязать поворотными рядами, поэтому не захожу на следующий поворот. Все, последний столбик. Обращаю ваше внимание, от точки, в которую я провязала 4 столбика, у меня провязано 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. С этой стороны петля подъема. Переворачиваю вязание и теперь на повороте в каждом ряду, который движется к маркеру, мне нужно делать добавление. Здесь у меня 4 петли. Вот в 4 петли я в следующем ряду провяжу по 2 столбика в одну. Я маркирую для наглядности. Можно не вставлять маркеры, тут сложно запутаться. В этом ряду добавления идут подряд. Переворачиваю вязание, вставлять крючок буду в дальнюю полупетлю кромочной косы и провязывать столбик без накида.
дальняя полупетля, столбик, петля, столбик. Подхожу к повороту, удаляю маркер, чтобы не мешал, и сюда провязываю сразу 2 столбика в одну точку. В следующую то же самое. Первый, второй. Третья точка, 2 столбика в одну точку. Первый, второй. И еще одно добавление, последнее на этом повороте. Первый, второй. Готово. Заканчиваю ряд, двигаюсь к маркеру. В конце каждого ряда петля подъема. Ряд – это полуовал. Переворачиваю полотно. Когда я двигаюсь от точки, в которой у меня маркер, вот с этой стороны, я не вяжу добавления, а провязываю, корректирую уже имеющиеся добавки. У меня здесь полупетля, из которой выходят 2 столбика. 1, 2, 3, 4 таких полупетли. Что я делаю? Я вставляю крючок в текущем ряду в полупетлю и подхватываю в предыдущем ряду полупетлю. Провязываю столбик без накида. Это основной узор полотна. Все последующие ряды я провязываю точно так же. Еще раз, в текущем ряду полупетля, в предыдущем ряду полупетля. И сейчас уже подхожу к добавлениям. Вот эта добавка, 2 петли выходят из одного основания. Вставляю текущий, предыдущий, провязываю столбик. И здесь следующая петля и та же самая петля в предыдущем. То есть из одной петли предыдущего ряда выходит 2 петли текущего. То же самое, тут у меня подряд 4 таких петли. Вот провязываются добавления таким образом. По текущему ряду вставляю в разные точки каждый раз, а по предыдущему провязываю по 2 столбика в одну. И последнее добавление ряда еще раз то же самое. Готово. Заканчиваю ряд. Последняя точка и петля подъема. Снова двигаться буду в сторону маркера. Это значит, в этом ряду мне нужно добавить 4 раза. Здесь я маркирую симметрично относительно центра. Сюда добавление провяжу, сюда. Вот по центру остается петля, в которую я маркер не вставила. И здесь, соответственно, могу рядом. Здесь и здесь. Вот так хаотично. Главное, относительно центральной оси добавления симметричны. Переворачиваю и повторяю свой узор в направлении к маркеру. Текущая, предыдущая точки подхватываю, провязываю столбики без накида. В маркированных точках провязываю добавки по 2 столбика в одну точку. Окончание ряда, петля подъема, переворачиваю, двигаюсь от маркера, значит здесь просто корректирую добавление прошлого ряда, ничего не добавляю. В 4 точках провязываю по основанию в одну точку. Петля подъема, двигаюсь в сторону маркера, поэтому здесь маркирую 4 точки. Тоже делаю это относительно центра. Здесь, через одну здесь, через 2 можно с этой стороны и через 2 точки с этой стороны. Вот по этим точкам провяжутся добавки в следующем ряду. Провязываю ряд с добавлениями и возвращаюсь, корректирую эти добавления снова в эту точку. Сейчас вяжу пару рядов по аналогии. Маркер с этой стороны у моей детали, и сейчас провязано, считаю перемычками 1, 2, 3 ряда. Я нахожусь в точке, с которой вязала добавки. Больше добавлений я делать не буду. Если просчитать кромочные петли этого полуовала, у меня их 26. Вместе с этой, вот она здесь плохо видна, если поправить, ее видно. Вот больше количество петель в полуовале меняться не будет. Петля подъема, переворачиваю
и навязываю глубину изделия ряд за рядом, туда-обратно по 26 столбиков по узору. У меня навязано необходимое количество рядов. Маркер сейчас со стороны начала, то есть я должна была сейчас вязать навстречу маркеру. Вот он, лицевой ряд. Так выглядит маркер. Просчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. И здесь вот такая ниша. Можно померить с помощью сантиметра. Можно приложить к заготовке. Получается, что длина в спокойном состоянии должна совпасть с длиной заготовки. Здесь и здесь тоже край должен совпасть. Я могу сейчас сориентироваться, что здесь, где укреплено дно, у меня одна центральная точка. Вот она. Эта точка должна совпасть с началом рядов, с вот этой точкой. Вот когда буду соединять детали, я это учитываю. Ну, соответственно, угловая точка должна быть здесь и другая угловая здесь. Я просчитала, что у меня 24 ряда так, 25 я сейчас заключающий навяжу, это где-то 50 точек в круг. С этой стороны у меня 47 точек, нечетное количество, но я беру кромочную 48 и с этой стороны тоже кромочную 49. Вот одну петлю по центральной части мне нужно будет скорректировать. Мне не хватает отверстия, чтобы вшиться ряд в ряд. Покажу, как это сделать. Теперь вяжу заключающий ряд. Здесь в конце ряда петля подъема. Вставляю в те точки, которые вставляла все вязание, текущий предыдущий ряд и провязываю соединительный. Так край собирается. До конца ряда 26 точек. И последняя, тоже соединительная. Вытягиваю петлю немножко больше обычного. Здесь смотрю, какая кромка мне нравится больше. Вот это мне кажется как изнанка. Вот это будет лицом. Выворачиваю деталь сразу как удобно. Теперь обращаюсь к моей заготовке. Переворачиваю. То есть вот логично, что она впишется с этой стороны. Шов пришивания начнется с этой стороны. Вынимаю крючок. Здесь мне нужно начать от края. Возвращаю крючок. Прокалывать буду в эти точки. Вот напротив каждой перемычки ряда. Вот они пошли перемычки горизонтальные. Есть точка, в которую будет входить крючок каждый раз. Перемычки, перемычки, точка. Вот в эти точки я вкалываю крючок. Здесь сейчас прикладываю. По фурнитуре мне нужно войти в первое отверстие. Вот. И здесь в соответствующую точку. Подтягиваю рабочую нить и соединительная. Дальше достаточно свободно, сильно не затягиваю. Следующая точка. Соединительная. Тут у меня в принципе петля в петлю. Я корректировать буду по дну. Соединяю детали до центральной точки по укрепленному дну. Я подошла к центральной точке, и здесь получается у меня больше отверстий. Вот следующая, 1, 2, центральная 3, 4, 5. А вписать мне нужно их в 3, вот здесь по центру. Я начинаю заблаговременно. Вставляю крючок в отверстие по фурнитуре, здесь одну точку пропускаю. И здесь ближе к центру ее вставляю. Вот маркированное отверстие. Следующее, центральное, приходится на центр. Вот здесь, где был ряд набора воздушными петлями. Соединительное. И снова корректировка. Пропускаю ряд. И вставляю
Следующее. Вот получается с центром совпало центральное отверстие. Готово. Теперь продолжаю. Напротив каждого ряда здесь у меня уже отверстия должны совпасть. У меня остается 2 отверстия и 3 ряда по вязаной части. Вот здесь вхожу последний раз, предпоследнее, и в кромку за обе дужки, подтягивая вот так. Все, готово. Здесь я укорачиваю нить. У меня как раз закончился первый моток пряжи. Хорошенько фиксирую. Увожу, закрепляю с этой стороны. Нить достаточно скользкая, советую подшить. Точно так же вяжу вторую половину и точно так же ее пришиваю с этой стороны. Я очень довольна результатом. Сумка получилась практичная и лаконичная, вместительная и функциональная. Итоговые размеры: ширина 38 сантиметров, глубина 25 сантиметров, донышко 9 на 34. Смотрится здорово. Внутри можно обойтись без подкладки, аккуратно спрятано, но можно подумать и над функциональной подкладкой с карманами. Расход пряжи ровно 2 мотка, вяжется быстро и просто. Можно выполнить изделие буквально за пару-тройку часов с уже готовыми моими для вас рекомендациями. Подписывайтесь на канал, все необходимое остается в описании под этим роликом. Всем пока!